Добрый день! Сегодня мы с вами научимся выполнять вот такую интересную, красивую, уютную модель носочков-следочков. В полотне мы будем использовать узор соты. Сам узор при выполнении дает плотное двойное полотно, поэтому носочки будут наши тепленькие. Выполним мы эту модель на 2 спицах без швов. Начнем работу с выполнения задней части, сформируем пяточку, продолжим выполнять полотно подошвы, затем выполним убавление носочной части и после этого свяжем верхнюю часть. По окончании мы выполним ряд обвязки крючком. Размер данной модельки 38-39. Как выполнить другой размер, я расскажу в процессе вывязывания. Для работы нам потребуется полушерстяная пряжа, спицы, сантиметровая лента, ножницы и крючок для обвязки. Приступаем к выполнению. Классическим набором на 2 спицы наберем 30 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, наберем все петли. Мы набрали 30 петель и приступаем к выполнению первого ряда основного узора соты. Кромочную петлю мы снимаем и в первом ряду будем вязать так: 1 лицевая, провязываем за переднюю стеночку, провязали, затем накид и следующую петлю мы снимаем, не провязывая. Мы провязали раппорт в ширину и продолжаем повторять: 1 лицевая, накид и следующую петлю мы снимаем, не провязывая. 1 лицевая, накид, петлю снимаем. 1 лицевая, накид, петлю снимаем. Лицевая, накид, петлю снимаем. Так мы выполним до конца ряда. Заканчиваем выполнение первого ряда. Перед кромочным мне 2 петли, провязываю 1 лицевая, накид, следующую петелечку я снимаю, не провязывая, и кромочная в конце ряда изнаночной петлей. Первый ряд готов, работу переворачиваем. Во втором ряду мы будем вязать так: кромочную петлю мы снимаем, дальше у нас петля с накидом. Эту петлю с накидом мы провяжем лицевой за переднюю стеночку, вот таким образом. Затем выполняем накид и следующую петлю мы снимаем, не провязывая. И дальше мы будем повторять: петлю с накидом мы провязываем лицевой за переднюю стеночку, затем выполняем накид и следующую петелечку снимаем, не провязывая. Лицевую с накидом вяжем лицевой за переднюю стеночку, затем накид и следующую петелечку снимаем. Лицевая за переднюю стеночку, накид и следующую петелечку мы снимаем. Так мы выполним до конца ряда. Заканчиваем выполнение второго ряда. Петлю с накидом провязываем лицевой за переднюю стеночку, затем выполняем накид и следующую петелечку мы снимаем, не провязывая, кромочную выполняем изнаночной петлей. Выполнили 2 ряда, работу переворачиваем и в третьем ряду будем вязать так: кромочную петлю мы снимаем, следующую петлю мы провязываем лицевой за переднюю стеночку. Провязали, накид мы переносим, не провязывая, вот таким образом подхватываем, просто переносим. Затем следующие 2 петелечки, 2 лицевые за переднюю стеночку, первая, вторая. Затем накид мы также подхватываем и переносим, не провязывая. И дальше чередуем: 2 лицевые,
накид снимаем, не провязывая, 2 лицевые, накид снимаем, не провязывая, 2 лицевые и накид переносим. Так мы выполним до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение третьего ряда, провязывая 2 лицевые за переднюю стеночку, накид переносим, и остается одна петля перед кромочной, ее провязываем лицевой за переднюю стеночку, а кромочную изнаночной петлей. Мы выполнили 3 ряда узора, переворачиваем работу и в 4-м ряду будем вязать так: кромочную снимаем, перед изнаночной петлей сейчас выполняем накид, а изнаночную петлю мы снимаем, не провязывая. Следующую петлю с накидом, вот у нас впереди накид, затем петелечка, мы провязываем лицевой за переднюю стеночку. И будем чередовать. Выполняем накид, изнаночную снимаем. Следующую петлю с накидом провязываем лицевой за переднюю стеночку. Затем снова накид, петелечку снимаем, не провязывая. А следующую петлю с накидом мы провязываем лицевой за переднюю стеночку. Накид, петлю снимаем и лицевая за переднюю стеночку. Накид, петлю снимаем, провязываем петлю с накидом, лицевой. Так мы провяжем до конца ряда. Заканчиваем выполнение 4-го ряда. Я выполняю накид, изнаночную петлю снимаем, не провязывая, а петлю с накидом провязываем лицевой за переднюю стеночку и заканчиваем кромочной изнаночной. Выполнили 4 ряда, работу переворачиваем и приступаем к выполнению 5-го ряда. В 5-м ряду кромочную снимаем, следующие 2 петелечки мы провяжем лицевыми за переднюю стеночку. Затем накид снимаем, не провязывая. И далее будем чередовать 2 лицевые за переднюю стеночку, накид переносим, 2 лицевые, накид подхватываем и переносим, не провязывая, 2 лицевые, накид переносим. Так мы выполним до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение 5-го ряда. Вот 2 петелечки, их мы провязываем лицевой за переднюю стеночку, а накид мы снимаем, не провязывая, кромочную выполняем изнаночной петлей. И посмотрим, что получается. Мы с вами выполнили 5 рядов. Это раппорт в высоту нашего узора соты. Чтобы дальше продолжить работу, необходимо повторять со 2 по 5 ряд. То есть 1-й ряд мы выполняем единожды в начале работы. Но чтобы вы не запутались, как дальше продолжить, вот сейчас я работу переверну на изнаночную сторону, и мы должны повторять со 2-го ряда. То есть сейчас мы кромочную снимаем, у нас накид и петля. Петлю с накидом мы провязываем лицевой за переднюю стеночку, а затем выполняем накид, и следующую петлю мы снимаем, не провязывая. Петлю с накидом провязываем лицевой за переднюю стеночку, затем накид, и следующую петелечку мы снимаем. То есть я думаю, все просто. Далее продолжим вязать, повторяя со 2 по 5 ряд, и всего выполним 32 ряда. Я продолжила работу и связала ровно 32 ряда. Если считать по кромочным петлям, то это 16 кромочных петель. И далее мы с вами будем формировать пяточку. Для этого выделим центральных 10 петель и перейдем на выполнение изнаночной глади. По узору у меня получается, я должна была бы провязывать 5-й ряд, и будем вязать следующим образом.
Сейчас кромочную снимаем, провязываем 1 изнаночная и следующую петелечку с накидом также провязываем изнаночной. 1 изнаночная, петлю с накидом изнаночной. Это 5 петель, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель мы провязали, и теперь центральные 10 это петли пяточки. Будем вязать так: петлю с накидом вместе изнаночной, первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Последнюю 10-ю петлю пяточки вместе с петлей полотна, она у нас с накидом, мы провяжем все это вместе изнаночной петлей. Дальше мы работу переворачиваем и будем вязать только 10 петель пяточки. Первую петелечку снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая петля провязали, а 10-ю петлю вместе с петлей полотна в изнаночном ряду мы будем вязать 2 вместе лицевой петлей. Выполнили, переворачиваем. Первую петелечку мы снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая петля, а 10-ю петелечку вместе с петлей полотна мы провяжем вместе изнаночной петлей. Провязали, переворачиваем. Первую снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, а последнюю 10-ю петлю вместе с петлей полотна провяжем 2 вместе лицевой. И повторяем наши действия. Переворачиваем на лицевую сторону, первую петлю снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. 10-ю петлю вместе с петлей полотна мы должны провязать изнаночной, при этом петля полотна у нас с накидом. Подхватываем и накид и провязываем все вместе изнаночной петлей. Снова переворачиваем, первую петелечку мы снимаем и дальше провязываем все петли пяточки, а последнюю петелечку вместе с петлей полотна провяжем 2 вместе лицевой. Провязали. Я думаю, принцип выполнения вам понятен, ничего сложного нет. И так мы будем выполнять, пока у нас не останется на спицах 10 петель. Я продолжила работу, и сейчас на спицах у меня 10 петель. Ну и вот сформировалось полотно пяточки. Я думаю, у вас точно такое же получилось. И для того, чтобы продолжить работу, мы с двух сторон от ранее связанного полотна наберем по 9 петель. Для этого сейчас работу переворачиваем на изнаночную сторону. И там, где мы закончили провязывать изнаночный ряд, вот наши кромочные петли, по ним я буду добирать. Доберем 9 петель с одной стороны сначала, завожу спицу вот таким образом и добираю первая. Затем под следующую кромочную беру одну дальнюю долечку, вторая. Вы можете захватывать обе долечки, это не принципиально. Третья, четвертая, пятая, шестая. Хорошо видно, я захватывала дальнюю долечку петли. Седьмая, восьмая и последняя 9-я петля. Добрали,
мы на изнаночной стороне полотна, работу переворачиваем. И сейчас все эти петли мы будем вязать узором соты, при этом выполнять первый ряд. Кромочную снимаю, провязываю 1 лицевая, выполняю накид, а следующую петелечку снимаю, не провязывая. Снова 1 лицевая, накид, следующую петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, снимаем, лицевая, накид, снимаем. Дальше у нас уже идут петли пяточки. Мы также переходим на узор соты. Сейчас провязываем лицевая за переднюю стеночку, чтобы петля не была скрещенной. И дальше снова накид, петлю снимаем. Лицевая за переднюю стеночку, петлю снимаем. Лицевая, петлю снимаем. Лицевая, накид, петлю снимаем. Лицевая, накид, петлю снимаем. И теперь нам необходимо будет по этим кромочным петлям точно так же добрать 9 петель. Добираю, переворачиваю к себе вот так кромочными, чтобы лучше было видно. И в данном случае я буду подхватывать ближнюю долечку петли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, хорошо видно, седьмая, восьмая и 9 петля. Добрали и с этой стороны 9 петель. Теперь работу мы переворачиваем. И тут внимательно. Мы должны с вами провязать второй ряд узора соты. При этом на определенном количестве петель первый ряд мы провязывали, а на тех петлях, которые добрали сейчас, не провязывали. Но ничего страшного, мы будем вязать согласно узору. Кромочную петлю мы снимаем. Мы должны во втором ряду петлю с накидом вязать лицевой за переднюю стенку. Накида у нас нет, есть только петля. Вот и провязываем лицевая за переднюю стеночку, затем выполняем накид и следующую петлю снимаем, не провязывая. Лицевая за переднюю стеночку, накид, петлю снимаем. Лицевая за переднюю стеночку, накид, петлю снимаем. Снова лицевая, накид, петлю снимаем. Дальше у нас уже все согласно узору. Вот петля с накидом, ее провязываем лицевой за переднюю стеночку, накид, петлю снимаем. Снова лицевая за переднюю стеночку с накидом, затем накид, петлю снимаем. Все точно так же, согласно второго ряда узора, как мы вязали ранее. Так мы довяжем до конца ряда. Я довязала до конца ряда. Вот так выглядит наше полотно. Мы с вами добрали с двух сторон от центральных 10 по 9 петель. И все эти петли распределили по узору соты. Давайте посмотрим на готовом носочке, что мы будем дальше выполнять. То есть мы с вами вот добрали 9 петель. Это петли подошвы. И с этой стороны 9 петель. То есть узором соты мы продолжим работу. И всего свяжем 32 ряда ровно. Продолжаем. Я продолжила работу, и от того места, где мы добирали петли, я провязала ровно 32 ряда. И сейчас мы с вами измеряем наше полотно. Вот от начала формирования пяточки до того места, где мы сейчас провязываем, 16 сантиметров. То есть это для размера 38-39. То есть эта длина должна быть приблизительно равна 2/3 длины стелечки. То есть у нас стелечка 24-25, значит нам достаточно 16. В этот момент вы легко можете изменить размер. Если размер нужен меньше, то вы вяжете меньше, чем 32 ряда. Если же больше, то соответственно больше. На данном этапе мы приступим к формированию носочной части. Саму носочную часть мы будем провязывать изнаночной гладью. И первых 2 ряда мы выполним без убавлений, просто перейдем на изнаночную гладь. Сейчас кромочную я снимаю. И вот
провязываем 1 изнаночная, затем у нас петля с накидом, мы провязываем петлю с накидом изнаночной, снова изнаночная, петля с накидом изнаночной. И так мы провяжем все петли изнаночные до конца ряда, а в изнаночном ряду провяжем все петли лицевые. Мы с вами выполнили переход на узор изнаночная гладь, провязали лицевой и изнаночные ряды. Дальше мы продолжим работу изнаночной гладью и будем вязать ряды с убавлениями. И приступим к выполнению первого такого ряда. Кромочную мы снимаем и после кромочной делаем первое убавление. Провязываем первые 2 петелечки вместе изнаночной. Далее 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. И в центре полотна мы сделаем 2 убавления. Следующие 2 петли мы провязываем 2 вместе изнаночной. И также следующие 2 петелечки провяжем 2 вместе изнаночной петлей. Провязали. Затем 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И остается выполнить последнее убавление в этом ряду перед кромочной. Оставшиеся 2 петли мы провязываем вместе изнаночной петлей. Кромочная, изнаночной. Первый ряд с убавлениями готов. В изнаночном ряду все петли лицевые. Изнаночный ряд я провязала, и мы приступаем к выполнению следующего ряда с убавлениями. И будем вязать так. Кромочную снимаем. Далее 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Затем центральное убавление. Следующие 2 петелечки провязываем 2 вместе изнаночной, а также следующие 2 также провязываем 2 вместе изнаночной. Выполнили. Затем 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кромочная, изнаночной петлей. Ряд мы провязали. В изнаночном ряду как смотрят петли. Приступаем к выполнению следующего ряда с убавлениями. Кромочную петлю снимаем и делаем убавление после кромочной. Провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Провязали. Затем 6 изнаночных. Далее центральное убавление. Следующие 2 петелечки 2 вместе изнаночной. И следующие 2 также 2 вместе изнаночной. Затем 6 изнаночных. И последнее убавление перед кромочной. 2 петли провязываем вместе изнаночной, кромочной, также изнаночной петлей. В изнаночном ряду все петли лицевые. Провязали изнаночный ряд, и теперь следующий ряд с убавлениями. Кромочную мы снимаем. Далее 6 изнаночных. Следующие 2 петелечки провязываем вместе изнаночной и повторяем следующие 2 также вместе изнаночной. Затем 6 изнаночных. И кромочная, также изнаночная. Ряд провязали. В изнаночном ряду как смотрят петли. Приступаем к выполнению следующего ряда с убавлениями. Кромочную снимаем. Следующие 2 петелечки провязываем вместе изнаночной петлей. Затем 3 изнаночные. Далее 2 вместе изнаночной. И следующие 2 петли также вместе изнаночной петлей. Выполнили центральное убавление. Затем 3 изнаночные.
И последнее убавление перед кромочной, 2 вместе изнаночной, кромочная, также изнаночной. В изнаночном ряду, как смотрят петли. Приступаем к выполнению последнего ряда с убавлениями. Сейчас кромочную снимаем, провязываем 3 изнаночных, затем следующие 2 петелечки провязываем вместе изнаночной петлей, и следующие 2 также мы провязываем вместе изнаночной петлей, и затем 3 изнаночные, кромочной, изнаночной петлей. Ряды с убавлениями мы выполнять завершили. Дальше необходимо провязать изнаночный ряд, как смотрят петли, и еще 2 ряда изнаночной глади без убавлений. Я продолжила вязать еще 1 изнаночный, а затем 1 лицевой и еще 1 изнаночный. Всего 3 ряда изнаночной глади без убавлений. У нас на спицах остается 10 петель, и мы должны будем приступить к выполнению верхней части. То есть мы выполнили носочную часть, завершили выполнение, и приступим к выполнению верхней части. При этом ту часть, которую мы провязали вот изнаночной гладью, мы также вверху будем вязать изнаночной гладью. Затем перейдем на узор соты. Ну и давайте посмотрим, как правильно это выполнить. Сейчас кромочную петлю снимаем и провязываем изнаночные петли до конца ряда. Кромочную петлю в конце ряда мы пока не провязываем, а переносим ее, при этом оставляя рабочую ниточку перед работой. Вот таким образом. И вот наши кромочные петли ранее связанного полотна. Будем выполнять присоединение к этим кромочным. И первое присоединение со второй кромочной. Первую мы пропустим и подхватываем вторую. Завожу спицу за обе долечки кромочной петли. Затем возвращаем назад непровязанную петлю и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Мы присоединение первое сделали. Работу переворачиваем, снимаем кромочную и вяжем лицевые петли до конца ряда. Рабочая ниточка за работой, кромочную переносим, и точно так же с этой стороны кромочные петли ранее связанного полотна присоединение начнем со второй кромочной. Подхватываем ее за обе долечки, возвращаем назад непровязанную петлю и провязываем 2 вместе лицевой. Провязали, переворачиваем, снова кромочную снимаем и провязываем петли изнаночные. Рабочая ниточка перед работой, кромочную петлю переносим, заводим спицу, захватывая обе долечки следующей кромочной петли полотна, возвращаем назад непровязанную петлю и провязываем 2 вместе изнаночной. Подтягиваем, работу переворачиваем. Первую петелечку кромочную снимаем, далее мы провязываем петли лицевыми. Рабочая ниточка за работой, кромочную переносим, вот разворачиваем к себе полотно и подхватываем уже следующую кромочную петлю полотна, возвращаем непровязанную петлю, и эти 2 петли мы провяжем вместе лицевой петлей. Присоединились. Давайте повторим еще раз. Кромочную снимаем, далее ряд изнаночных петель. Рабочая ниточка перед работой, кромочную пока переносим, заводим спицу под кромочную петлю полотна,
Возвращаем непровязанную петлю и провязываем 2 вместе изнаночной. Подтянули, работу переворачиваем, снимаем кромочную, провязываем лицевые петли, оставляем рабочую нить за работой, кромочную переносим, подхватываем кромочную петлю полотна, возвращаем непровязанную петлю и провязываем 2 вместе лицевой. Вот у нас уже формируется верхняя часть, то есть наше полотно заворачивается. Хочу обратить ваше внимание на то, что присоединение я выполняю в данном случае за обе долечки кромочных петель. Если вы смотрели наши уроки, которые были ранее, там я выполняла присоединение за одну кромочную петлю. Это не принципиально, можете сделать, как вам больше понравится. Значит, сейчас мы присоединим наше полотно до того места, где у нас все полностью провязано изнаночной гладью, а потом перейдем на узор соты, и я покажу, как это сделать. Я продолжила выполнять присоединение и присоединила полностью носочную часть, которая связана изнаночной гладью с обеих сторон. Дальше нам необходимо будет перейти на узор соты и выполнить полностью присоединение по всем кромочным ранее связанного полотна. Сейчас мы выполним вместе переход на узор соты. И провяжем первый ряд узора. Кромочную снимаем. В первом ряду мы вяжем так: лицевая за переднюю стеночку, затем накид и следующую петелечку снимаем, не провязывая. Лицевая за переднюю стеночку, затем накид, следующую петелечку снимаем, не провязывая. Лицевая за переднюю стеночку, накид, петлю снимаем, лицевая за переднюю стеночку, накид, петлю снимаем. А затем присоединение точно так же, как и ранее. Рабочая ниточка перед работой, кромочную мы переносим, пока не провязываем, подхватываем обе долечки следующей кромочной петли полотна, возвращаем непровязанную петлю и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Провязали, работу переворачиваем, кромочную снимаем. Во втором ряду узора соты мы вяжем так: лицевую с накидом провязываем лицевой за переднюю стеночку, затем выполняем накид и изнаночную снимаем, петлю с накидом, лицевой за переднюю стеночку, накид, петлю снимаем. В узоре ничего не меняется. Так мы вяжем до конца ряда. Рабочая ниточка за работой остается, кромочную мы переносим, подхватываем обе долечки следующей кромочной петли полотна, возвращаем назад непровязанную петлю, провязываем 2 вместе лицевой петлей. Я думаю, сложного ничего нет. Вот так мы продолжим с вами выполнять, пока не присоединим полностью по всем кромочным ранее выполненного полотна. Я продолжила присоединение с обеих сторон, и с этой стороны я выполнила последнее присоединение. Сейчас по изнаночной стороне мы петли закроем и выполним последнее присоединение уже с этой стороны полотна. Закрывать я буду, провязывая петли лицевыми. Провязываем так: вот где петля с накидом, будем считать это одной петлей. Вот и так и провязываем. Здесь закрываем как обычно. Следующая петелечка с накидом, провязываем все вместе за один прием. Сейчас кромочную петлю мы переносим,
Вот последняя кромочная петля полотна с этой стороны. Возвращаем кромочную, а также петлю полотна. И все это вместе вяжем за один прием лицевой петелечкой. Провязали, спицы откладываем. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот так выглядит верхняя часть. И вот немножко заворачивается край полотна, наборной край. Я хочу его выровнять. И для этого выполню обвязку крючком. Не обрезая ниточку после закрытия петель, мы начнем под петелечку полотна заводить крючок, захватываем рабочую ниточку и выполняем столбик без накида. Под каждую петелечку наборного края выполним один столбик без накида. Это даст возможность наш носочек более плотненько посадить по ножке. Таких рядов может быть несколько на ваше усмотрение. Провяжем только заднюю часть нашего следочка. Я завершаю ряд обвязки, и чтобы все было аккуратненько, вот после последнего столбика без накида завожу крючок под первую закрытую петлю, захватываю рабочую ниточку и выполняю соединительную петлю. Ниточку я уже обрезала, работу мы закончили. Получился вот такой чудесный, тепленький носочек. Посмотрим, как он выглядит в объеме. Сегодня мы с вами научились вязать вот такие замечательные, уютные, теплые, красивые носочки. Я желаю вам творческих успехов!